Братья Гримм. Белоснежка и 7 гномов. В один прекрасный зимний день, когда снег валит крупными хлопьями, а окна покрыты блестящими морозными узорами, под одним из таких окон вышивала прекрасная царица. Засмотревшись на снежные хлопья, она случайно уколола свой тонкий пальчик, и несколько капель крови упали прямо на сугроб. Ах, как бы я хотела родить дочь, белую, как снег, румяную, как кровь, с волосами черными, как ночь. Чудо свершилось, и через положенное время родила царица дочь, и в тот же миг, как родила, умерла. А девочку с белой, как снег, кожей, алым румянцем и волосами черными, как ночь, назвали Белоснежкой. Царь не помнил себя от горя, тосковал по своей царице. Но прошел год, и он решил, что дочери нужна все же мать, и женился во второй раз. Молодая красавица-жена сразу же не взлюбила падчерицу за ее красоту, но виду перед царем не подавала. И была у новой царицы тайна — волшебное зеркало, которое она прятала ото всех и лишь иногда спускалась в потайную комнату, ставила перед собой зеркало и, глядя прямо в него, спрашивала: «Зеркало мое, скажи, верой, правдой сослужи, кто прекрасней из цариц и из всех простых девиц?» А зеркало ей всегда отвечало: «Нет на свете красоты большей, чем владеешь ты». Каждый раз царица, довольная собой, прятала зеркало и возвращалась в замок в хорошем расположении духа. Она знала, что волшебное зеркало никогда не обманывает, а говорит всегда только чистую правду. День шел за днем, и Белоснежка росла и хорошела прямо на глазах. Так, год за годом, она превратилась в такую прекрасную девушку с длинными черными, как ночь, волосами, белоснежной, как снег, кожей и румяными, улыбающимися щечками, что любо-дорого смотреть. Вот в один день и случилось то, от чего потом все в замке поменялось раз и навсегда. А случилось вот что. Спустилась в один из дней гордая красавица-царица в свою потайную комнату, поставила, как и всегда, перед собой зеркало и спросила: «Зеркало мое, скажи, верой, правдой сослужи, кто прекрасней из цариц и из всех простых девиц?» Но в этот раз зеркало ответило ей так: «Ты прекрасная царица, но живет с тобой девица, что румяней и белей, да и сердцем уж добрей. Белоснежкою зовут, нет прекрасней ее тут». В ярости швырнула царица зеркало, и с той самой минуты
Больше не было у нее спокойной жизни. Злость и зависть к красоте Белоснежки росли в ее сердце, пока однажды совсем не захлестнули ее. Тогда дождалась царица, пока царь уедет на охоту, позвала своего верного егеря и приказала ему отвезти Белоснежку в лес так далеко, чтобы та больше никогда не вернулась домой. А в доказательство исполнения своей воли она потребовала принести сердце Белоснежки. Егерь совсем не хотел этого делать, но спорить со злой царицей он не осмелился. Белоснежка же была рада прогуляться в лес в сопровождении егеря и ни о чем не подозревала. Сидеть в замке было скучно, поэтому девушка с удовольствием собирала букет цветов и любовалась на лесных птиц и зверушек. Вот только остановились они на поляне, как егерь достал нож, занес его над Белоснежкой, но дрогнула рука его. Не смог он навредить девушке. Ведь все в замке любили ее, как и ее покойную мать. Сказал тогда егерь: «Беги, дитя, спрячься в глубине леса и никогда не возвращайся назад». А сам поймал олененка и отнес его сердце к злой царице, чтобы та ни о чем не догадалась. Оставшись одна-одинешенька, Белоснежка испуганно озиралась по сторонам, а уж когда стало темнеть, бедная девушка, и вовсе не помня себя от страха, побежала в самую глубь леса. Долго бежала Белоснежка, пока не упала прямо на траву, вся продрогшая, обессилевшая, с глубокой печалью на сердце. Как вдруг видит она невдалеке маленький домик с крошечными окошками, а из тех окошек свет горит, такой уютный, что Белоснежка, позабыв обо всем на свете, тотчас подошла к домику, постучала, и хоть никто не отозвался, толкнула дверь и вошла в маленькую комнатку с накрытым столом. На окнах висели занавески с цветочными узорами, а прямо на подоконнике стояла ваза с букетом полевых цветов. Белоснежка пересчитала тарелочки и кружки на длинном столе и поняла, что в домике живут 7. Кто бы это мог быть? Они наверняка очень маленького роста. Неужели это дети? Думала девушка, осматриваясь. В глубине комнаты стояли 7 маленьких кроваток, заправленных белоснежными простынями, и на каждой кроватке лежала маленькая подушечка, каждая с разными узорами и разного цвета. Белоснежка так устала, что сама не заметила, как уснула на одной из кроваток. А хозяевами этого домика были 7 гномов. Целыми днями гномы работали в горах, добывая золото и драгоценные камни, а к самому позднему вечеру возвращались домой. Так было и в этот раз. Подходя к домику, гномы заметили, что дверь открыта, и не на шутку испугались. Это кто мог зайти в наш дом? Кто вообще ходит в такой глуши? Шептались они, заглядывая в окна, пока один из них не шагнул в дом и не позвал остальных
прямо к той самой кроватке, на которой уснула Белоснежка.